Здравствуйте, меня зовут Раиса Демидова. Сегодня мы с вами рассмотрим ниточки для ирландского кружева. Для ирландского кружева, для начинающих, я рекомендую ниточку пеликан. Хорошо подходит для новичков. Пряжа для ручного вязания пеликан стопроцентный хлопок двойной мерсеризации. В 50 граммах 330 метров. Для ирландского кружева мы возьмем крючок 0,9. У нас тугое вязание, поэтому крючочек будет меньше, чем на этикетке. Перед вами жакет, связанный из пеликана. Черный жакет, он также связан из пеликана. Я рекомендую новичкам не вязать из черного цвета. Ниточка будет очень капризная, и глаза будут уставать. Поэтому лучше всего освоить на светлой ниточке вязание. Вот еще один интересный пример. Платье связано из пеликана на элементы и сеточка канарис. Также можно заменить ниточку пеликан на филодискозе номер 8. Это мерсеризированный хлопок стопроцентный, в 50 граммах 340 метров. Ниточка коко. Это также мерсеризированный хлопок, но в отличие от пеликана, эта ниточка толще и она махрится. Она, конечно же, подходит для вязания крючком, но только не для ирландского кружева. Но ниточку коко я использую. Вот посмотрите, она пушистенькая, в отличие от пеликана. Пеликан тоньше и двойной мерсеризации. А коко – это просто мерсеризированный хлопок стопроцентный. Я использую коко для нити бурдона. Ниточка Макси в 100 граммах 565 метров. Эта ниточка толстенькая и очень хорошо подходит для начинающих. Перед вами болеро, связанное как раз из этой ниточки. Для более продвинутых мастериц можно использовать цветное кружево. 475 метров в 50 граммах. Также перед вами фотография болеро из цветного кружева. Есть как белая, так и разноцветная. Ниточка тонкая и качественная. Мне нравится цветное кружево, и я использую ее в своих работах. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок специально для кружева. Цветное кружево имеет разный спектр палитры. Также подходят ниточки анхор. Они могут идти как на элементы, так и на сеточку. Это зависит от метража ниточки. 50 грамм 285 метров – это подойдут на элементы. Дэнди ниточка очень тонкая, мерсеризированный хлопок также подходит на элементы для ирландского кружева. В 50 граммах 330 метров. Глория. Ниточка Глория может быть как на элементы, так и на сеточку. Зависит от метража. В 365 метров номер 20 подходит на элементы. И номер 30 в метраже 500 метров подходит на сеточку. Бабила. Точно так же бабила может подходить как на элементы, так и на сеточку. 20 бабила подходит на элементы и 30 бабила подходит на сеточку. Египта. Это самая интересная ниточка для ирландского кружева. Я так считаю. Конечно же, она подходит для профессионалов. С этой ниточкой
можно делать шикарные изделия, но только тогда, когда вы уже к этому готовы. В 50 граммах 453 метра – это номер 16. Эта ниточка подходит для элементов. 25 Египта подходит на сеточку. Вот здесь показано 16 и 25. Одного цвета ниточка. Одна ниточка идет на сеточку, другая идет на элементы. Но также мы можем использовать толстенькую ниточку 16 также на сеточку. То есть здесь мы будем играть толщиной нити. Крючок для сеточки 0,60 и в Египта 25, в 50 граммах 680 метров. Для сеточки также подходит канарис. В 20 граммах 203 метра. Канарис бывает белый, определенных цветов. Белый, серый, зеленый, бежевый, молочный, салатовый, по-моему, и красный. То есть не очень большая линейка, но достаточно для сочетания с основными цветами. Крючок 0,60. Для сеточки также интересная ниточка кружевница. Ниточка не сильно с большой шкалой цветов, качественная и также рекомендую для сеточки. У канариса, конечно же, линейка цветов побольше, но больше всего цветовая шкала только у Египта. А также просмотрим ниточки, которые не подходят к ирландскому кружеву. Я имею в виду к старинному ирландскому кружеву. Ниточка, которая также хлопок мерсеризированный, 100%, в 50 граммах 283 метра. Но вот эта ниточка, София, она пушистая. Она не будет держать объем, рисунок. То есть здесь проигрывают элементы ирландского кружева в исполнении в этой ниточке. Также не подходит Анна 20 по тем же параметрам. Также не рекомендую виолет. Точно так же ниточка 100% хлопок в 50 граммах 282 метра. Пушистая. Больше всего подходит для современного ирландского кружева, где не важна рельефность элемента. То есть эта ниточка будет сглаживать элемент своей шершавостью. Также она лучше всего подходит для нити бурдона. Сочетание. Можно использовать виолет для нити бурдона, для, например, пеликана. В исполнении с пеликаном элементов и внутри мы возьмем виолет. Также вот черный пеликан, канарис и кружевница хорошо подходят в сочетании с этой ниточкой. На сеточку канарис или кружевница. Сочетание пеликан, канарис на сеточку. Египта 16 и кружевница тоже также подойдут друг к другу. Ну и здесь тоже пример, это из классики, 16 на элементы и 25 на сеточку. Инструменты. Давайте посмотрим. Иголочка для слабовидящих используем. С этой иголочкой легче всего заправить кончик нити в элемент. Также подберем плоскогубцы и крючки. Крючки вы можете взять на элементы 0,9 пеликан и на сеточку 0,60. Также можно взять 0,75 на элементы. Это, например, у нас Египта 16 вяжется 0,75 на элементы и 0,6 на сеточку. Египта 25 вяжется. Единичку также можно будет использовать на пеликан, либо на тонкую шерсть. И также на сеточку возьмем
0,75 либо 0,60. Крючок можно также подготовить для почтовых столбиков. В элементах у нас также используются почтовые столбики, поэтому берем крючок для поднятия петель. Цилиндры разного диаметра приготовим. 0,9, 0,6, 0,7, 0,8. То есть здесь надо будет подбирать. Можно использовать фломастеры, либо что-то из косметички. Можно начинать с крючков, которые легко купить в магазине, и они недорогие. Я когда-то сама начинала именно вязание с таких крючков. Как пример, вот такой вот воротничок можно связать и манжеты. Кружево, которое можно связать из наших ниточек. На сеточку я использовала канарис, а на элементы я использовала пеликан. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях или в нашу студию. Все ссылочки мы оставим под этим видео. Спасибо за просмотр, приятного творчества!